Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про ухаживание. Нужно ли современному мужчине ухаживать за женщиной, или если вообще речь идет о долгих ухаживаниях. И поговорю сегодня про доброту мужскую, про щедрость. Вот этот пункт, который может быть вторым или третьим у женщины, когда она загадывает встретить мужчину мечты. И вот когда мужчина, поговорю сегодня про обратную сторону также этого качества, когда мужчина не готов тратить на женщину ни копейки, ни ужити, ни кофе, ни какого-то пироженка, все, счет на двоих, и женщина сразу определяет, что это скупой, или как называют на форуме, мужчина-жлоб. Или вот так вот еще, такое смешное выражение, как какая-то порода или тип такой, жлоб обыкновенный. Вот так вот, это не мои слова, так вот женщины на форуме говорят. И как определить таких мужчин, я сегодня, в общем, буду говорить на такую тему. Знаете, я стала разбираться, и вообще вот эта доброта человеческая, скажем так, она от природы дается или это там генетика, да, в крови течет. И разобралась, все-таки считается, что мы рождаемся с чистой душой, и уже мы впитываем, маленькие дети, от родителей, да, поэтому вот эта фраза есть: от осинки не родятся апельсинки. Вот я прям знаю целые кланы семей, когда вот семьи прям вот либо скопи домок, либо вот они прижмут все к себе свое, все, что у них есть, и никому ничего не отдадут, и даже на себя им жалко потратить лишние деньги. Я, как у меня была первая работа, я работала пионеровожатой, могу сказать, с маленькими детьми, там где-то 7 лет, да, примерно такой возраст, там 6. Могу сказать, что уже в этом возрасте понятно, как ребенок себя будет, какой он будет, добрый или вот такой вот, как с родителями. Поэтому мне, вот знаете, всегда к таким людям, мне как-то казалось все время, я без сарказма говорю, что эти люди, они проживают какую-то неполноценную жизнь, что ли. Мне как-то всегда было жалко, что человек вот так вот, это же от какой-то нехватки, это вот в первую очередь это в голове, не знаю, какая-то ограниченность, что ли. Даже вот по нашим каким-то, я очень люблю, уже как-то говорила в видео, я люблю наши русские сказки. И всегда это вот какой-то вот такой жадный, он это как карикатурная такая все время была фигура, да, изображали все время так карикатурно, всегда вот показывала, что самое лучшее качество — это, конечно, доброта. И нельзя так точно сказать, что больше, например, женщина, например, щедрая, а мужчины нет. То есть тоже, конечно, все зависит, или там по национальности. Вот одна национальность нет, а другая да. Все очень тоже от человека зависит, да, как он воспитывался. Все, у меня уже в традиции такое делать некое вступление. Перехожу я уже непосредственно к ухаживаниям. Вы знаете, я хотела сказать, скажем так, обратить внимание и взор людей, больше, наверное, мужчин, на ситуацию, когда вот даже, например, мне вот кто-то пишет комментарий, приятный такой, да, какой-то комплимент, не в сторону там какой-то внешности, просто, например, понравилась, да, какая-то фраза, что я сказала. Все, тут же, там, может, через час уже стоит значок оленя, что этот мужчина олень. То есть, понимаете, мы доходим до того, что любой комплимент от мужчины, это уже значит он олень. Вот где вот эта градация, да, понимаете, наверное, это говорят больше молодые, вот так вот эти значки, может быть, да, не знаю, у меня нет такой статистики, я не могу ее отследить, да, но мужчины тоже постарше, тоже разочаровавшиеся уже в женщинах, и вот многие мужчины говорят, все женщины, все. Вот мне всегда хочется спросить, вот все плохие женщины, мне хочется спросить, вы со всеми миллионами общались? Все это вот там, может быть, 5 женщин, которые там вы встречали в женщине, 10 вот в жизни, да, но не все женщины. Я думаю, что мужчина даже с 1000 женщинами не имел контакта за всю свою вот, я имею в виду, да, близко, но это нереально просто. С 1000. А у нас в стране огромное количество женщин, да, поэтому вот это тоже деление.
вот женщины только плохие, поэтому к ним нельзя сейчас хорошо относиться, за ними ухаживать нельзя. Я вообще буду ухаживать только за своей мамой, и вот она только. Ну, кстати, могу напомнить, что в то время, когда там были наши мамы, в то время-то как раз и было в сознании у мужчин, что за женщиной-то можно как раз и поухаживать. И никто над этим не смеялся, никто не говорил, что этот мужчина олень и так далее и тому подобное. Да? То есть какой-то откуда это идет? Наверное, от непонимания. Не учат мужчин, как вести себя с женщиной и так далее. И ухаживание — это же не только, что вы открыли кошелек и давай там, да? Ухаживание — это дается это время с самого начала, оно считается самым романтичным временем в отношениях. Я могу сказать, как женщина, общаясь с большим количеством женщин и по своим знакомым, могу сказать, что женщины в своем сознании потом возвращаются всегда в это время, когда мужчина, скажем так, проявлял свои лучшие качества. Где-то, может быть, да, геройские какие-то, да, ну, такие условные, геройские. Потому что женщинам хочется этой романтики. Мужчины этого не понимают некоторые. Также многие мужчины не понимают, что это период этого ухаживания, который не должен быть в 2 или в 1 день. Он должен быть он дается еще для того, чтобы узнать хорошо женщину. А у нас отношения все, почему сейчас не строятся правильно? Потому что все спешат. Все спешат на поезд, который сейчас уедет. По статистике я посмотрела, 90% мужчин хотят, чтобы первое свидание закончилось близостью. В принципе, по природе это нормально. У мужчины, конечно же, к женщине изначально возникает сексуальный интерес. Если бы его не было, то мужчина бы и не двигался в сторону женщины. Это нормально. Но все-таки это должна быть некая кульминация, на мой личный взгляд, на мой, скажем так, вкус и воспитание, когда до этого обоим нужно дойти. А не когда это все быстро случилось и все. И никаких ухаживаний. Вот часто такие истории происходят, когда одна потом женщина начинает говорить: вот он за мной там не ухаживает, но он изначально даже этого не делал, как он сейчас-то начнет это делать. Вообще считается, что мужчина должен, не то что считается, мне кажется, мужчина должен всю жизнь за своей женщиной ухаживать. И женщина, конечно, тоже должна выполнять, скажем так, свою женскую роль. Но я сейчас говорю про мужчин. Многие мужчины просто этого не понимают. Поэтому все как-то вот наперекосяк идет. И что касается скупости, знаете, столько случаев. Здесь надо отметить, что те, кто из зрителей смотрит мои видео, наверное, уже знают, что какую-то мою позицию, да, что я против ярого меркантилизма женщин, и в основном на стороне мужчин часто бываю. Но, вот, например, знаю такой случай по поводу скупости, когда, нечестности уже мужской, когда, например, мужчина и женщина вели бизнес, это вот у моей знакомой было, она сама его организовала, а когда они расстались, мужчина, знаете, что потребовал? Чтобы она весь бизнес ему отдала, и все деньги заработанные. А знаете, что сделала моя знакомая? Она его отдала, это все. Мне как-то вот запомнился такой комментарий, когда написали по поводу веника. Мне прямо засело это слово, может, потому что я сама женщина. Понимаете, это вот больше ничего не надо. Вот вместо 1000 слов, что называется, просто веник.
И я сразу могу понять, как человек относится к тому, что он дарит цветы женщине. Ну, то есть такой мужчина, видимо, не дарит все-таки, да, и мы тоже забываем. Мы забываем, что мы в отношениях вообще-то должны делать друг друга счастливыми. Мы должны радовать человека. Если мой человек, вот я даже говорю по друзьям, по знакомым, мне хочется порадовать чем-то. И если я узнаю, что это моему другу, вот когда подарки, да, я делаю, и когда я спрашиваю, вот скажи, я не хочу ничего такого тебе дарить, то, что тебе не понравится, скажи, что ты хочешь. Это вот идеально тем, что человек получит то, что он хочет. И когда женщина говорит о том, что ей не хватает там цветка, это, кстати, вот как женщина обращает внимание, да, на скупость мужчины. А когда, ну это вот тоже, да, возвращаясь, мужчина тоже так перескакиваю, много мыслей, когда мужчина, вот я вот этот веник должен дарить, да не дари, подарит просто кто-то другой твоей женщине этот цветок, и не будет относиться это как к твоему венику, как к венику. Видите, ну то есть романтики ноль. Конечно, мы проявляем себя то, чем мы наполнены. И здесь, конечно, да, не очень все это романтично. Значит, читала на форуме историю женщины, которая получила на первом свидании одну розочку. И ей это очень не понравилось. Она сказала, что как лучше бы он вообще ничего не дарил, чем вот эту вот одну розу какую-то несчастную. И ей стало тоскливо. Но она продолжила с ним общаться. И он вот с этой, начиная розы, дальше начал себя показывать. То есть там вообще дело дошло до свадьбы. Он ни на что изначально не хотел тратиться, он говорил, давай все сама, она хорошо зарабатывала, она говорит, давай свадьбу, так как она мечтала о свадьбе, она купила себе платье свадебное сама, все себе сама купила, а потом выяснилось, что этот мужчина, когда они расстались, она все-таки рассталась с ним из-за этой скупости, он купил себе новую машину, а все ей говорил, что у него денег нету. Ну и маркер такой вот скупости мужской можно определить, когда мужчина на первом свидании, к примеру, начинает там, во-первых, не дает чаевые, да, женщины очень обращают на это внимание. Это я вам, мужчины, если дослушаете это видео вот до этого момента, это я вам точно говорю. То есть, если вы на первом свидании хотите как-то проявить себя, да, и все-таки, да, то вот этот момент прям запишите себе, потому что женщины действительно на это обратят внимание. А знаете почему? Потому что у моей знакомой был мужчина, который все говорил потом. Я потом все сделаю. Знаешь, давай мы сейчас вот ребенка, а я потом вот для ребенка все буду делать. То есть он для женщины ничего не делал, а для ребенка он думал, что он все будет делать. Так это не работает. Если мужчина изначально для своей женщины ничего не хочет делать, он и для ребенка, скорее всего, ничего не захочет делать. Это в большинстве своем именно так. Ну и основное, это когда мужчина, конечно, не готов тратиться там даже на первом свидании, ни пироженки те, ни шоколадки, ни кофею, ему как бы жалко, да, получается, хотя иногда бывает, мужчина изначально просто не хочет, чтобы его выбирали просто вот именно из-за этого денежного момента. Но я говорю просто про нормальных женщин, которые в любом случае, скорее всего, ищут мужчину для серьезных отношений, для создания семьи. И поэтому такое сразу может в пункте отмечаться в голове у женщины, что этот мужчина не готов для серьезных отношений. А еще есть такие мужчины, которые вот тратят там на свое хобби, там, не знаю, лодку надувную, они купят какую-нибудь там дорогущую, там, очередную удочку, или, не знаю, на Алиэкспрессе закажут, или там, не знаю, мотоцикл какой-то дорогущий, да, там, не знаю, там, что-то к нему купят. А на женщину вот прям ноль вообще, ноль. И вот по женщинам могу сказать, женщины какое-то время могут терпеть этот момент, но потом начнутся копания. Мужчины
женщина обязательно это запомнит, и женщина обязательно это припомнит. И тоже такой момент, вот, тоже читала на форуме, например, историю женщины, которые они пошли в кафе, и потом он пошел, чтобы не стоять там с этим букетом, да, как чувствует себя таким, ну, не в комфортной ситуации, да, не таскаться, скажем так, как некоторые бы сказали, с этим веником. Вот. И он после кафе зашли в цветочный, и он ей купил цветы, и начал торговаться. А давайте подешевле, там, вот это. И все, женщина тоже это очень заметила. Вот такой вот момент, представляете? Да, ну, вообще, скупость мужская, вообще человеческая скупость мне часто очень встречается, и я говорю, это для меня некий порок. Все-таки, но людей здесь уже не переделать. Если вот эта скупость проявляется, здесь нужно сразу понять, готов ты это терпеть или нет. Потому что скупость, она в сознании сидит, она будет во всем проявляться полностью. Это не только речь идет там о букетике каком-то, это вообще по жизни будет, это скупость. А еще есть хорошее выражение, что женщина рядом с мужчиной — это его олицетворение. Смотри на свою женщину и понимай, кто ты. Вот это вот хорошее отношение мужчины к женщине, оно очень многое может дать в отношениях. Отношения — это как костер, туда нужно всегда подбрасывать дровишки. Поэтому, дорогие мужчины, не прекращайте ухаживать за своими женщинами. Спасибо вам большое за просмотр, и увидимся уже на стриме через день. Я вас всех жду. В субботу вечером выйду, прогуляюсь до какого-нибудь уютного кафе, и там мы поговорим на какую-то тему, которую я выберу. Конечно, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Все, пока, до встречи.